Бескрайняя саванна спала под безжалостным палящим полуденным солнцем. Желтая сухая трава, выгоревшая дотла за долгие месяцы изнурительной засухи, простиралась до самого горизонта, где выцветшее небо сливалось с дрожащим от невыносимого зноя воздухом. В этой глухой, дикой части национального парка Серенгети время словно полностью остановилось. Лишь редкие обжигающие порывы горячего ветра лениво шевелили сухие кроны одиноких зонтичных акаций. Да где-то на самой границе видимости едва заметно колыхались размытые силуэты пасущихся антилоп Гну и грациозных газелей Томпсона. Вся природа замерла в ожидании спасительной прохлады, спрятавшись в скудные тени редких кустарников. Молодая львица по имени Кира отделилась от своего родного прайда еще ранним утром, когда солнце только поднималось над горизонтом, окрашивая саванну в нежно-розовые тона. Ею двигал не столько голод, сколько азарт неопытной, но полной сил охотницы. Она выслеживала крупного, отбившегося от стада бородавочника, упрямо следуя за ним по пятам через густые заросли иссушенного кустарника и каменистые низины. Увлекшись захватывающей погоней, Кира совершила роковую ошибку. Она не заметила, как ушла слишком далеко на чужую, пограничную территорию. Это была ничейная земля, где высокая трава скрывала не только потенциальную добычу, но и смертельную, коварную опасность. Охота в итоге сорвалась. Хитрый бородавочник в самый последний момент, когда львица уже готовилась к решающему прыжку, юркнул в глубокую подземную нору под корнями старого дерева, оставив молодую хищницу ни с чем. Тяжело дыша от усталости и разочарования, Кира остановилась посреди высокой густой растительности. Ее золотистая гладкая шкура лоснилась от пота, а бока ходили ходуном. Она собиралась повернуть назад, к прохладной тени массивных скал Копи, где в это время мирно отдыхали ее сестры, матери и могучий вожак прайда. Но стоило ей сделать лишь несколько шагов в обратном направлении, как окружающий воздух буквально пронзил ни с чем не сравнимый, леденящий душу звук. Это был хохот. Зловещий, прерывистый, похожий на безумный, истеричный человеческий смех, перемешанный со злобным скулежом и утробным похрюкиванием. Кира мгновенно замерла, словно вкопанная. Инстинкты, оттачиваемые поколениями предков, заставили ее припасть как можно ближе к сухой земле и плотно прижать уши к голове. Из высокой травы точно серые уродливые призраки начали один за другим появляться зловещие силуэты. Сначала показалась одна морда с короткими круглыми ушами, затем 3, 5, 8. Спустя всего пару минут вокруг львицы их было уже больше 2 десятков. Пятнистые гиены. Они двигались удивительно слаженно, профессионально выстраиваясь полукругом и постепенно, шаг за шагом, сужая смертельное кольцо вокруг испуганной львицы. Их мощные, способные дробить кости челюсти, были приоткрыты, обнажая острые, пожелтевшие от крови клыки, а маленькие черные глаза блестели кровожадным, торжествующим нетерпением. В обычных условиях гиены всеми силами избегают прямых открытых столкновений со взрослыми львами, прекрасно зная сокрушительную силу великих кошек. Но здесь и сейчас правила выживания кардинально изменились. Коварные падальщики мгновенно оценили ситуацию. Львица была совершенно одна, молода, неопытна и явно растеряна. А гиен было слишком много. Целая огромная стая, ведомая старой, покрытой боевыми шрамами альфа-самкой. У этой предводительницы были свои давние кровавые счеты с львиным племенем, и она не собиралась упускать столь легкую и беззащитную мишень. Стая пошла в яростную атаку.
С диким, оглушительным воем, визгом и рычанием они одновременно бросились на Киру со всех сторон, пытаясь ошеломить ее своей численностью. Молодая львица отчаянно и яростно огрызалась, нанося мощные резкие удары лапами с выпущенными когтями, но врагов было слишком много. Это была битва на истощение. Каждый раз, когда Кира разворачивалась, чтобы отбить наглую напасть спереди, 2 или 3 крупные гиены трусливо, но больно впивались зубами в ее бока, хвост и задние лапы сзади. Каждый укус оставлял глубокие раны, из которых на золотистую шерсть сочилась багровая кровь. От боли, усталости и натиска Кира не удержалась на ногах и упала на бок. Она инстинктивно пыталась сгруппироваться, чтобы защитить самое уязвимое – мягкий живот и шею. Ситуация становилась по-настоящему критической, грань между жизнью и смертью истончалась с каждой секундой. Кольцо из грязно-серых тел сжималось все сильнее. Гиены в буквальном смысле облепили несчастную львицу живым ковром, карабкаясь друг на друга, пытаясь повалить ее окончательно, лишить возможности двигаться и заживо растерзать. В раскаленном воздухе стоял сплошной оглушительный шум. Хриплый, захлебывающийся рык Киры смешивался с безумным торжествующим хохотом падальщиков, которые уже предвкушали скорый пир. Львица отчетливо понимала, что силы стремительно покидают ее тело. Еще несколько минут такого натиска, и все будет кончено. Собрав всю свою волю и последние остатки жизненных сил, она запрокинула голову и издала громкий, протяжный, вибрирующий рев, вкладывая в него всю свою невыносимую боль, отчаяние и призыв о помощи, который громовым эхом разнесся над безмолвной, замершей саванной. В паре километров от места этой жуткой битвы под раскидистой кроной древнего Баобаба мирно отдыхал остальной прайд. Мощный темногривый лев-вожак, весивший больше 200 килограммов, резко поднял свою массивную голову. Его широкие ноздри затрепетали, жадно улавливая запахи и малейшие колебания воздуха, принесенные попутным ветром. Следом за ним, словно по команде, вскочили 3 взрослые опытные львицы, костяк и главная сила прайда. Звук далекого, полного смертельного отчаяния рева Киры наконец докатился до их ушей. В львиной семье законы природы нерушимы и священны. Прайд — это единый неделимый организм. Угроза жизни одному члену семьи означает прямую угрозу для всех без исключения. Не теряя ни единой драгоценной секунды, львицы сорвались с места. Они мгновенно развили огромную скорость, превратившись в стремительные золотые стрелы, с легкостью преодолевающие препятствия и летящие сквозь высокую сухую траву. Тяжелый грозный вожак бежал следом, его мощные шаги буквально сотрясали сухую землю, а из-под лап летели клочья пыли. В их глазах горела первобытная ярость. Они шли не просто на помощь. Они шли убивать любого, кто посмел посягнуть на их семью. Тем временем на пограничной поляне силы окончательно оставили Киру. Она уже почти перестала сопротивляться, лишь слабо и хаотично отмахивалась передней лапой от наглых, наседавших со всех сторон хищников. Ее глаза застилала кровавая пелена. Крупная альфа-гиена, почувствовав скорую победу, подобралась к самой голове львицы и уже примеривалась, чтобы нанести решающий смертельный укус в горло. Но в тот самый момент, когда челюсти предводительницы стаи начали смыкаться, земля под лапами падальщиков ощутимо задрожала, а воздух прорезал новый, куда более страшный звук. Из высокой травы, подобно сокрушительному, карающему урагану, на поляну вылетел разъяренный прайд. Спасение пришло в самый последний миг. Первыми в гущу кровавой схватки ворвались взрослые львицы. Они действовали безжалостно, молниеносно и невероятно слаженно. Один точный, сокрушительный удар массивной лапы старшей львицы отбросил альфа-гиену на несколько метров в сторону, переломав ей ребра и заставив взвыть от дикой боли.
Следом подоспел вожак Прайда. Его грозное, величественное появление окончательно и бесповоротно переломило ход сражения. Черная грива льва развивалась на ветру, а его басовитый, оглушительный рык, казалось, заставил саму природу вокруг замолкнуть от страха. Торжествующий безумный хохот огромной стаи в одно мгновение сменился жалким трусливым визгом и скулежом. Почувствовав непреодолимую силу, железную уверенность и первобытную ярость пришедшего на помощь Прайда, гиены мгновенно растеряли весь свой боевой пыл. Они начали панически бросаться в рассып, натыкаясь друг на друга. Забыв о добыче, падальщики бежали со всех ног, поджав хвосты и растворяясь в густой высокой траве, спасая свои никчемные жизни от праведного, смертоносного гнева истинных королей саванны. Те гиены, что не успели убежать вовремя, получили тяжелые уроки, которые запомнят до конца своих дней. Когда поле боя полностью очистилось от врагов, львицы плотным кольцом окружили израненную, тяжело дышащую, но живую Киру. Опасность миновала. Одна из старших сестер осторожно подошла к ней, опустилась на колени и принялась нежно, заботливо лизать ее окровавленную морду и порванные уши, успокаивая испуганную молодую охотницу и помогая ей прийти в себя. Могучий вожак встал чуть впереди всей группы. Грозно расставив лапы, он тяжело дышал, всматривался вдаль и предупреждающе скалился в сторону уходящих в страхе гиен, всем своим видом демонстрируя, что эта территория отныне находится под его абсолютной жесткой защитой, и горе любому, кто посмеет вернуться. Кира, шатаясь от слабости и боли, медленно поднялась на лапы, тяжело опираясь на бока своих верных сестер. На ее теле красовались многочисленные царапины и глубокие укусы, которые будут заживать еще не одну неделю. Но самое главное, она была жива, а кости остались целы. Прайд медленно, не торопясь, двинулся обратно, в сторону родных и безопасных скал, где их ждал заслуженный отдых и покой. Впереди величественно шел вожак, гордо подняв голову с темной гривой, а позади него, сплоченным защитным кольцом, шли взрослые львицы, надежно укрывая молодую сестру в самой середине своего построения. В этот жаркий день суровая Серенгети вновь напомнила своим обитателям жестокий, но самый главный закон выживания. В одиночку в саванне обречен даже сильный хищник, но пока Прайд держится вместе, защищая друг друга до последнего вздоха, они остаются абсолютно непобедимыми хозяевами этой земли.